Заявление о зачете авансовых платежей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ уплата авансовых платежей предусмотрена, в частности, по налогу на прибыль, статья 286, 287 КРФ, транспортному налогу, статья 362, 363 НК-РФ, налогу на имущество, статья 382, 383 НК-РФ, упрощенному налогу, статья 346. 21 НК-РФ. А можно ли зачесть излишне уплаченные авансовые платежи и как составить заявление на зачет? О зачете авансовых платежей. Порядок зачета излишне уплаченных или взысканных авансовых платежей аналогичен порядку зачета налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, пункт 14 статьи 78 НК-РФ, пункт 9 статьи 79 НК-РФ. В счет каких платежей можно зачесть авансы? Зачет авансовых платежей производится по общему правилу, зачесть можно только в счет платежей одного и того же вида. То есть авансовые платежи по федеральному налогу, в счет налогов, пеней или штрафов по федеральным налогам, а авансовые платежи по региональным, в счет региональных платежей, пункт 1 статья 78, пункт 1 статья 79 НК-РФ. Когда зачет дела инспекции? Если налоговая инспекция обнаружит, что у налогоплательщика числится переплата авансовых платежей, она должна сообщить ему в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта. При этом инспекция может предложить налогоплательщику провести совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, пункт 3 статья 78 КРФ. Если у налогоплательщика при этом есть недоимка по иным налогам, пеням или штрафам того же вида, налоговая инспекция должна произвести зачет переплаты в счет долга самостоятельно. Когда действует налогоплательщик? При наличии одновременно переплаты авансовых платежей и недоимки по налогам, пеням или штрафам налогоплательщик может не ждать, когда инспекция проведет зачет, а обратиться за таким зачетом самостоятельно. Тем более налогоплательщик должен действовать сам, когда у него нет недоимки, а переплату авансовых платежей он хочет направить в счет предстоящей уплаты налогов. Когда инициатором зачета выступает налогоплательщик, он подает в инспекцию, где стоит на учете, соответствующее заявление. Составляем заявление на зачет. Форма заявления о зачете утверждена приказом ФНС от 14 февраля 2017 номером ВМ 8/182 и приведена в приложении номер 9 приказу. Заявление о зачете, форма по НТТ 1 150 057 может быть подано в письменном виде на бумаге, лично или по почте, или в электронном виде через интернет, в том числе через личный кабинет налогоплательщика, пункт 4 статьи 78 КРФ. В заявлении нужно указать наименование налогоплательщика, основание для зачета авансовых платежей, статья 78 КРФ, если зачитываются излишне уплаченные авансовые платежи, а статья 79 НК-РФ, если излишне взысканные, сумму переплаты, которую нужно зачесть, КБК авансовых платежей и код налоговой инспекции, где числятся излишне уплаченные или взысканные авансовые платежи, а также КБК налога, пени или штрафа в счет задолженности, по которым переплата должна быть зачтена, и код соответствующей налоговой инспекции. Срок для зачета. Решение о зачете налоговая инспекция принимает в течение 10 рабочих дней со дня получения от налогоплательщика заявления или со дня подписания с ним акта совместной сверки, если она проводилась, пункты 4 и 5 статья 78, пункты 2 и 9 статьи 79 НК-РФ. Затем в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения инспекция должна проинформировать об этом налогоплательщика. Обращаем внимание, что зачесть авансовые платежи, уплаченные в течение года, можно до истечения 3 лет со дня подачи соответствующей декларации и по итогам года. Пункт 7 статьи 78 письма Минфина от 5 июня 2012 года номер 03-03-06 разделить на 1 разделить на 309 ФНС от 21 февраля 2012 года номер СА 7/2807.